Здравствуйте, меня зовут Леонид Фаюхацкевич, я Head of IT Department в 482 Solutions. Сегодня я покажу вам, как работает наш Prometei 2.0. Это прототип, демонстрирующий возможность использования технологии блокчейн в цепочке поставок продукции. В качестве блокчейн-решения мы взяли технологию Mijin, это приватный блокчейн от NEM. В этом блокчейне есть такая функция, как мультиподпись, которая подразумевает, что одним аккаунтом могут владеть несколько человек, которые должны подписать своими приватными ключами транзакцию, если таковая нужна будет, для того, чтобы была отправка. В нашем случае подписантами будут датчики, которые будут измерять состояние поставки продукции, температуру, вес груза. И еще у нас будут датчики пульса и датчик алкоголя, который объяснит, какой водитель сидит в поезде и участвует в этом процессе. Итак, первый блок нашего Prometei называется машинист. Мы понимаем, что условно Иван Иванович Иванов, водитель поезда, пришел на работу, у него своя уникальная RFID-карта, он как бы чекинится на работе, и система допускает его к тесту. Тестом в нашем случае будет тест на алкоголь. Вот у нас датчик алкоголя, и мы видим, что Иван Иванович пришел на работу пьяным. Мы даем ему время отдохнуть, подумать над своим поведением. Вот видите, показания пришли в норму. Следующим будет испытание его на жизнеспособность, то есть жив ли он. Видите, если видно на экране цифры, внизу это датчик пульса. То есть он жив, он трезв. Соответственно, справа от меня есть веб-интерфейс, на котором вы видите, что мы уже инициировали транзакцию, уже прошел тест на алкоголь, и вот уже допущенный таким образом Иван Иванович к поездке на поезде. Вот произошел уже допуск, и вы видите, справа есть адреса тех подписантов, которые участвуют в этом процессе. Иван Иванович допущен, поезд поехал. Первый участок, первый пункт, это датчик температуры показывает, вот у нас лампочка накаливания, и она показывает некий источник тепла. То есть мы измерили температуру поставки груза, потом у нас взвешивание нашего груза. Видите, справа от меня происходит магия, появляются транзакции. И поезд приехал на место, соответственно, прошел все этапы, и последним этапом является приемщик. Есть уникальная RFID-карта приемщика, и он должен подтвердить, что да, ребята, все, груз принят, это мебель, а не бревна. И вот сейчас вы видите, что, собственно, все исчезло, исчезли адреса подписантов, соответственно, транзакция произошла. Сейчас я подниму экран чуть выше. Да, и вот сейчас вы видели на экране, что вы видели хэш транзакции агрегированной, которая произошла, и видите хэши всех транзакций нижнего уровня, то есть тех транзакций, когда подписанты подписывали эту транзакцию. Вот так блокчейн-технологию можно использовать в цепочке поставок продукции, таким образом внеся в этот процесс доверие между участниками, неизменность информации и достоверность ее. Вот. Следите за нашими обновлениями, я расскажу более подробно в следующих наших видео. Спасибо большое.